Привет! Тема «Ванзейская конференция» – это первая часть, всего их будет две. Думаю, данная тема будет о том, как принимались страшные решения в истории человечества и какие в дальнейшем были последствия после принятия таких решений. Ванзейская конференция была встречей высокопоставленных правительственных чиновников нацистской Германии и руководителей СС. Цель конференции, созванной директором Главного управления безопасности Рейнхардом Гейдрихом, состояла в том, чтобы обеспечить сотрудничество административных руководителей различных правительственных ведомств в реализации окончательного решения еврейского вопроса, то есть в реализации программы геноцида евреев. В ходе конференции Гейдрих обрисовал, как евреи будут собраны и отправлены в лагеря уничтожения, где они будут убиты. Дискриминация по отношению к евреям началась сразу же после захвата нацистами власти 30 января 1933 года. Насилие, экономическое давление использовались нацистским режимом для того, чтобы побудить евреев добровольно покинуть страну. После вторжения в Польшу в сентябре 1939 года началось истребление европейского еврейства, и убийства продолжились и ускорились после вторжения в Советский Союз в июне 1941 года. 31 июля 1941 года Герман Геринг дал Гейдриху письменное разрешение подготовить и представить план полного решения еврейского вопроса на территориях, находящихся под контролем Германии, и координировать участие всех вовлеченных правительственных организаций. На Ванзейской конференции Гейдрих подчеркнул, что как только процесс депортации будет завершен, судьба депортированных станет внутренним делом СС. Второстепенной целью было прийти к определению того, кто был евреем. Одна копия протокола с распространенными протоколами заседания пережила войну. Она была найдена немецким юристом Робертом Кепнером в марте 1947 года среди файлов, изъятых из Министерства иностранных дел Германии. Это было использовано в качестве доказательства на последующих малых Нюрнбергских процессах. Узаконенная дискриминация евреев в Германии началась сразу после захвата нацистами власти в январе 1933 года. Идеология нацизма объединила элементы антисемитизма, расовой гигиены и евгеники, объединила их с пангерманизмом и территориальным экспансионизмом с целью получения большего жизненного пространства для германского народа. Нацистская Германия попыталась заполучить новую территорию, вторгнувшись в Польшу и Советский Союз, намереваясь депортировать или уничтожить проживавших там евреев и славян, которые считались низшими по сравнению с арийской расой господ. Дискриминация в отношении евреев, существовавшая в то время на большей части территории Европы давно, но вне закона, была кодифицирована в Германии сразу после захвата нацистами власти 30 января 1933 года. Закон о восстановлении профессиональной государственной службы, принятый 7 апреля того же года, исключил большинство евреев из юридической профессии государственной службы. Аналогичное законодательство вскоре лишило других евреев права заниматься своей профессией. Насилие и экономическое давление использовались режимом для того, чтобы заставить евреев покинуть страну. Еврейским предприятиям было отказано в доступе на рынке, запрещено размещать рекламу в газетах, и они были лишены доступа к государственным контрактам. Граждане подвергались преследованиям и насильственным нападениям, а также бойкотам их предприятий. В сентябре 1935 года были приняты Нюрнбергские законы или Нюрнбергские расовые законы, запрещающие браки между евреями и лицами германского происхождения, внебрачные сексуальные отношения между евреями и немцами и наем немецких женщин в возрасте до 45 лет в качестве домашней прислуги в еврейских семьях. Закон о гражданстве гласил, что гражданами считаются только лица немецкой крови или родственной крови. Таким образом, евреи и другие группы меньшинств были лишены своего немецкого гражданства. Дополнительный указ, изданный в ноябре, определял евреям любого, у кого есть 3 еврейских бабушки и дедушки или 2 бабушки и дедушки, если они придерживались еврейской веры. К началу Второй мировой войны в 1939 году около 250 тысяч из 437 тысяч немецких евреев эмигрировали в Соединенные Штаты, Британскую подмандатную Палестину, Великобританию и другие страны.
После вторжения в Польшу в сентябре 1939 года Гитлер приказал уничтожить польское руководство и интеллигенцию. Специальный реестр разыскиваемых лиц в Польше, списки людей, которых необходимо было найти, чтобы их можно было интернировать или убить, были составлены СС еще в мае 1939 года. Айнзацгруппы силы специального назначения совершили эти убийства при поддержке германской группы самозащиты, военизированной группировки, состоящей из этнических немцев, проживающих в Польше. Члены СС, Вермахт, вооруженные силы Германии, полиция порядка также расстреливали мирных жителей во время польской кампании. К концу 1939 года было убито около 65 тысяч мирных жителей. Помимо лидеров польского общества, они убивали евреев, цыган и психически больных, и не только. 31 июля 1941 года Герман Геринг дал письменное разрешение старшему руководителю группы СС Рейнхарду Гейдриху, начальнику Главного управления безопасности Рейха, подготовить и представить план тотального решения еврейского вопроса на территориях, находящихся под контролем Германии, и координировать участие немецких войск. Принятый в результате генеральный план ОСТ предусматривал депортацию населения оккупированной Восточной Европы и Советского Союза в Сибирь, для использования в качестве рабского труда или для убийства. В протоколах Ванзейской конференции еврейское население Советского Союза оценивалось в 5 миллионов человек. В дополнение к уничтожению евреев, нацисты также планировали сократить население завоеванных территорий на 30 миллионов человек путем голода в рамках акции под названием «План голода», разработанной Гербертом Баке. План голода предусматривал следующее. Запасы продовольствия должны были быть перенаправлены немецкой армией и гражданским лицам Германии. Города должны были быть стерты с лица земли, а земля заселена немецкими колонистами. Целью плана голода было преднамеренное массовое голодание славянского гражданского населения, находящегося под немецкой оккупацией, путем направления всех поставок продовольствия немецкому населению Вермахту на Восточном фронте. Как указывает американский историк Тимоти Снайдер, 4,2 миллиона советских граждан были заморены голодом нацистами в 1941-1944 годах в результате плана голода, плана Герберта Бакке. В 1940 году и в 1941 году в Германии были плохие урожаи. Запасов продовольствия не хватало, поскольку в страну было ввезено большое количество принудительных рабочих для работы в военной промышленности. Для того, чтобы эти рабочие, а также немецкий народ были должным образом накормлены, должно было произойти резкое сокращение числа бесполезных ртов. Наиболее очевидным примером которых в свете нацистской идеологии были миллионы евреев, находившихся под властью Германии. На момент проведения Ванзейской конференции убийства евреев в Советском Союзе продолжались уже несколько месяцев. С самого начала операции «Барбаросса» вторжения в Советский Союз Айнзацгруппам было поручено следовать за армией в завоеванные районы, проводить облавы и убивать евреев. В письме от 2 июля 1941 года Гейдрих сообщил своим руководителям СС и полиции, что айнзацгруппы должны были казнить чиновников Коминтерна, высокопоставленных членов коммунистической партии, экстремистских и радикально настроенных членов коммунистической партии, народных комиссаров и евреев, занимающих партийные и правительственные посты. Были даны бессрочные инструкции казнить другие радикальные элементы, саботажников, пропагандистов, снайперов, наемных убийц, агитаторов и так далее. Он проинструктировал, что любые погромы, спонтанно инициируемые оккупантами на завоеванных территориях, должны были тихо поощряться. 8 июля он объявил, что всех евреев следует рассматривать как партизан, и отдал приказ расстреливать всех евреев мужского пола в возрасте от 15 до 45 лет. К августу сеть была расширена и включала женщин, детей и стариков, все еврейское население. К тому времени, когда шло планирование Ванзейской конференции, сотни тысяч польских, сербских и русских евреев и не только уже были убиты. Первоначальный план состоял в том, чтобы реализовать генеральный план ОСТ после завоевания Советского Союза. Европейские евреи тогда были бы депортированы в оккупированные районы СССР, где они вкалывали бы до изнеможения при реализации дорожно-строительных проектов.
29 ноября 1941 года Гейдрих разослал приглашение на конференцию, которая должна была состояться 9 декабря в офисе Интерпола. 4 декабря он сменил место проведения, плюс он приложил копию письма Геринга 31 июля, которое уполномочивало его планировать так называемое окончательное решение еврейского вопроса. Среди министерств, которые должны были быть представлены, были Министерство внутренних дел, юстиции, пропаганды и Министерство по делам оккупированных восточных территорий. Между датой рассылки приглашений на конференцию 29 ноября и датой отмененной первой встречи 9 декабря ситуация изменилась. 5 декабря 1941 года Красная Армия начала контрнаступление перед Москвой, положив конец перспективе быстрого завоевания Советского Союза. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Пёрл-Харбор, в результате чего на следующий день США объявили войну Японии, Германия объявила войну США 11 декабря. Некоторые приглашенные были вовлечены в эти приготовления, поэтому Гейдрих отложил встречу. Где-то примерно в это время Гитлер решил, что евреи Европы должны быть уничтожены немедленно, а не после войны, конца которой теперь не было видно. На совещании евреев канцелярии 12 декабря 1941 года он встретился с высшими партийными чиновниками и ясно изложил свои намерения. 18 декабря Гитлер обсудил судьбу евреев с Гиммлером. После встречи Гиммлер сделал пометку в своем служебном календаре, в которой просто говорилось: еврейский вопрос должны быть уничтожены как партизаны. Гейдрих решил, что евреи, проживающие в оккупированной немцами территории Польши, будут убиты в лагерях уничтожения, созданных в оккупированных районах Польши, как и евреи из остальной части страны. 8 января 1942 года Гейдрих разослал новые приглашения на встречу, которая должна была состояться 20 января. Гейдрих пригласил представителей нескольких правительственных министерств, включая статс-секретарей Министерства иностранных дел, юстиции, внутренних дел и государственных министерств, а также представителей СС. К моменту проведения встречи процесс распространения информации о судьбе евреев уже шел полным ходом. Из 15 официальных лиц, присутствовавших на конференции, 8 имели академические и докторские степени. Стенографические записи для протокола были сделаны секретарем Эйхмана Ингеборг Верлеман, а сам протокол позже был написан Эйхманом в консультации с Гейдрихом.